А утюг это ветреное место, да? Вот тут перемычка, где лагерь ставят, там труба такая. Дима! Я! Давай быстрее! А я стараюсь! Сейчас завалим ее совсем содержимым, дальше разберемся. Давайте, Наруба, писать, нормально все будет. Когда порыв ветра перевернул меня вместе с рюкзаком вокруг головы на 180 градусов и сбросил вниз по склону, я почему-то отчетливо вспомнил аэропорт Кольцово недельной давности, посадку в самолет и распечатанный отчет Кирилла: Эльбрус, Запад, зима. Каждую зиму холодной бирюзой сиял лед на ключевом участке маршрута, над скалой Утюг, не давая надежды и тем настойчивее маня. Решение идти созрело само собой, как не может не созреть уже завязавшийся плод. А потому детали здесь мало интересны и не особо важны. Связью, да, пока? Думаю, что в нас не верили. Верили в благоразумие, опыт и желание бороться, но не в успех. А снег все шел. Плотный белый саван мягко сковал надежду. Шланг слетел? Не, вот А, ремень порвался. когда вот прыгнул. Когда цель не видна, остается только вера в ее существование. Когда идет снег, вера не прочна. Еще есть деньги, эквивалент веры. Заплатив человеку, не обязательно объяснять причину гнать лошадей сквозь белую пустошь и внушать ему ценность своих целей и идеалов. Повсеместная вера людей в твердую монету облегчила путь не одному мечтателю. Интересно, что заплаченные деньги облегчают путь и самому мечтателю, который, может, был бы и рад отступить, да уже уплачено. Так, братцы, наша экспедиция, не успев начаться, уже поменяла свои планы. Сегодня мы должны были отдыхать в поселке Терскол и кушать горячие хычины. Но вот мы уже идем в гору. В мире осталась лишь тропа, рюкзак и множество вопросов. Один из них задал нам Карачай-коневод, и звучал он примерно так. Слушай, зачем?
Именно этот отчет Кирилла, найденный Костей где-то на просторах интернета, в конечном счете и стал спусковым крючком настоящего путешествия, которое сразу же пошло не по плану. Если честно признаться, друзья, я восхищен этими хоромами. Не знаю, Я был уверен, что ты будешь восхищен. Я вообще не мог представить, что тут такой комфорт. Первоначально мы хотели несколько дней акклиматизироваться на юге и только потом переехать на запад, чтобы в альпийском стиле пройти этот нелегкий маршрут. Но взглянув перед отъездом на прогноз погоды, мы поняли, что до снежно-ветреного коллапса остается не больше недели, и времени на обстоятельную акклиматизацию попросту нет. Поэтому наш путь сразу же лежал на запад. Кирилл встретил нас в аэропорту Минвод и организовал всю логистику так, что к ночи мы и наши баулы были уже на базе, в урочище Джилысу на высоте 2650 метров, где мы с комфортом переночевали и с рассветом выдвинулись на свой первый акклиматизационный выход. Чем все-таки хорош Эльбрус, как домашняя гора? Это ты меньше чем за сутки можешь оказаться в совершенно диких местах. Еще вчера в это время я не сел в самолет, а только выехал из дома. А сегодня мы уже идем на высоте почти 3000 метров к нашей сегодняшней цели. Тут самое время будет рассказать вам о маршруте на Эльбрус с запада. В чем его уникальность и почему Костя уже второй год пытается совершить тут зимнее восхождение. Несмотря на то, что маршрут с запада самый короткий по протяженности, из базового лагеря до вершины всего 10 километров, но в то же время он самый сложный по категории – 3А или 3Б по разным оценкам, в зависимости от состояния и времени года. Для сравнения, маршрут с юга 1Б категории сложности. По имеющимся у нас данным, по западному маршруту совершено всего 2 зимних восхождения. Вот такой зимний Эльбрус. Жара, мажем голову снегом. Первое в январе 2018 года совершил Алексей Братцев, о чем есть подробный рассказ на Риске. Читается как увлекательнейший триллер, поэтому для вас, мои дорогие, оставлю ссылку в описании. Второе восхождение в феврале 2021 года совершил со своей командой Кирилл, объединив усилия с группой туристов из Рыбинска, о чем он и написал в цитируемом мною отчете. Так что задачу перед собой мы поставили достойную. Легкой прогулочки не предвидится. Основные трудности – бутылочный лед на крутом участке, лед и трещины на плато и большой набор высоты в штурмовой день – почти 1800 метров.
Да мало ли что нам еще приготовит старик Эльбрус, чтобы проверить команду на прочность. А сегодня мы запланировали сделать заброску до высоты 3600, поставить лагерь и спуститься вниз на базу на высоту 2650. Почти 8 часов получилось. 7:40. Пока я дополз до площадки первого лагеря, Костя с Кириллом уже отдохнули и ставили палатку. В последнее время в горах я по большей части среди отстающих. Не зря, видимо, Костя говорил, что разница в возрасте в 3 года имеет значение. Хотя, быть может, значение имеет то, что Костя каждые выходные бегает марафон, а между марафонами успевает и на тренажере ходить в гору. Что касается меня, то в перерывах между работой я успеваю лишь кое-как смонтировать фильмы и чутка походить в гору на беговой дорожке. Что поделаешь, до пенсии еще далеко. Пенсионный возраст теперь выше, чем эти горы. 16:06. Заканчиваем акклиматизацию. Высота 3647. Зима нынче была малоснежной. И, конечно, в 2021 году в отчете Кирилла этот лагерь выглядел более эпично. Хотелось обнять эту красоту, заплакать и рассказать ей обо всем об этом. Но чем выше ощущения, тем более пошлы и тривиальны слова, призванные его передать. Потому лучшее, что можно было сделать, идти обратно, стараясь быть естественным элементом этих совершенных декораций. Одиночество способствует погружению и максимально острому восприятию подобных картин. Но лишает возможности хотя бы знать, что это видел кто-то еще. Зачем хоть весь мир, если счастьем быть в нем нельзя поделиться? Чувство локтя – важнейший элемент человеческого сознания. Особенно если это холодный влажный локоть, упирающийся тебе в ребро в промерзшей и тесной палатке. Вот и все. Привет. Прям страшно снимать. Такие. Ой-ой-ой. Вообще огонь. Ты пришел сфотать, как я упаду в реку? Через час я был уже в лагере один, не сказав никому ничего. Да и что тут сказать, кроме как красиво. И получить в ответ: как? Матерок, может, и не спасает от ветерка, но чуть теплее становится. Видимо, в силу ощущения более глубокого взаимопонимания при его обоюдном использовании.
3 часа 10 минут. Как вам такое? Готовность номер 1. Что скажете? Присесть на дорожку не хотите? О, по старой русской традиции. Сегодня вторник, 12 чего у нас? Марта? И мы собираемся выходить. Костя уже ходил на вершину по западному маршруту в 2020 году, но летом. А прочитав отчет Кирилла, он загорелся пройти этот маршрут лютой зимой в феврале. По всей Костиной аналитике выходило, что Кирилл ключ к успеху на этом маршруте. Костя уже ждет. Вот опять западный Эльбрус. Оно и логично. Где еще найти гида с опытом Зимнего Запада? Да не тут-то было. В 24 году им пришлось отступить. Наевшись льда на ключевом участке и оценив его количество на пути к вершине, парни глубоко задумались. Но тем не менее решили попробовать пройти еще пару веревок. И тут Кирилл улетел в трещину. Да еще и так глубоко, как он за всю свою многолетнюю альпинистскую карьеру не проваливался. Обошлось без травм, но команда восприняла данный инцидент как явное предупреждение свыше. Типа дальше идти не стоит. Hello. Да, это реальный опыт. Может ли человек почувствовать свою смерть в горах? Не страх, не опасность, а именно свою гибель. И если да, то как ему тогда действовать? Не уйдешь же вниз, сказав товарищам, что у тебя чувства в самом деле. А плохих предчувствий перед любой серьезной экспедицией и во время нее множество. Кто бы записал их все и прочел после, увидел бы сквозь строки пристальные глаза страха. Однако лишь редко сбывающиеся трагические предчувствия фиксируются коллективной памятью как несомненные знаки надвигающейся беды. Задним числом. Привал? Так я думаю, это вообще летний маршрут. Летний маршрут, да. Может, по нему и надо идти. Ну, Ну тут видишь, он не вчера-то знал, кто знал об он не этом? знал, какой там дальше вот это, то, что мы на снегоступах. Ну так, а может нам сейчас попробовать летним? Нет, так он сейчас в каньон спускается. Мы сейчас попадем выше сосульки в каньон. Прошел еще 1 год. Не зря же Кирилл написал в своем рассказе: Словно хорошему вину в мечте нужно было настояться. и Костя вновь обратился к Кириллу с предложением повторить попытку. Но для заброски 300 с лишним метров веревки наверх 2 участников было явно маловато. Тогда Костя написал мне: «Дима, забей на свой Арарат, там нет ничего интересного. Пошли лучше с нами в начале марта, чтобы уложиться в астрономическую зиму». Ну что, двинули? 600 метров нам надо набрать. Ну как прогулка? Здорово. На 4000 сделали. Забросочку. Да. То есть, Елочки, железочки. то есть выше, чем лагерь, да? Выше, да. Под самую стенку.
И дальше у нас типа было вот 2 дня вот на сегодня. Завтра будет 3-й день. И после этого говорить, что ты получил достаточную акклиматизацию для Эльбруса, ну, Нет, конечно. наивно, да. Тут единственный, ну, такой теоретический расклад был, но он очень, конечно, авантюрный. Что если у нас погода типа 16-го портится окончательно, наши даты, то мы успеваем только что сделать. Провесить перила, максимум сходить повыше и сделать такую полудневку. И потом с утюга делать бросок. Но это... Завтра, вот когда мы будем все это провешивать, мы сразу и поймем. И прогноз получите. Нет, чем мы вообще стоим, там будет понятно завтра уже. Вот, потому что все эти разговоры здесь, сидя на 3600, они очень такие. Это... Да. Ну что, вот завтра, вот когда мы там будем на этих перилах висеть, вот тогда мы и поймем, есть у нас акклиматизация, есть у нас мотивация. Да? Ну, вот. А здесь что на 3600 разговаривать? Ни о чем. В 6 уже будет светать. То есть можно, в принципе, встать. Я вообще вот сегодня в 4 проснулся. Ну и что? Можно, у нас сейчас вот, что нам делать? Сейчас 7 вечера. Давайте в 4 встанем и все, и вперед. Или ты хочешь, Кирилл, даже раньше вставать? Нет, я вот этот график про 4 имел в виду с тем, чтобы еще попробовать поработать плато. Но, конечно, в целом я согласен, что можно хапнуть лишнего и переработать. Вот. Ну да. И Я это уже будет. эти 2 дня почувствовал. Хапнул лишнее. Поэтому давайте так и делаем. Утро 3-го дня. Высота 6... Фу. 6300 пускай будет. Но я хотел сказать 6300. Непривычно как-то. На 3600. В общем, накануне, перед отходом ко сну, мы решили 13 числа не перерабатывать, дабы не хапнуть лишнего. А чтобы понять, чего мы стоим, подняться на 4300, провесить 5 веревок до плата и спуститься вниз на 3600, чтобы хорошенько отдохнуть и не тащить сегодня палатку под утюг. От лагеря 1 до перемычки ведет средней крутизны склон с весьма неприятной сыпухой, с меняющейся степенью паршивости. Но набор высоты небольшой, около 300 метров. Солнце еще не успело выйти из-за Эльбруса, а мы уже выбирали место под наш следующий лагерь. Костя без труда сидеть не может. Только мы подошли, он сразу взял в руки лопату и начал расчищать место. Так, слегка передохнули. Идем дальше. А вот под этот утюг. Оставили заброску для лагеря и двинули вверх на 4200 вдоль стены утюга. Летом здесь, конечно, нужно держать ухо востро из-за летящих с утюга камней. Но зимой и особенно зимним утром тут вполне безопасно. Некоторые из вас спросят, почему зимой? Ты же говоришь, что сегодня 13 марта. Ну, это с какой стороны посмотреть. Существует понятие календарной с 1 декабря по конец февраля зимы.
и астрономической, которая длится с момента зимнего солнцестояния до момента весеннего равноденствия, то есть в северном полушарии с 22 декабря по 21 марта. Хотя Костя мне всегда говорил, что примирить сторонников календарной и астрономической зимы могут только восхождения в январе и феврале, но тем не менее перед вылетом написал: «Я сам всегда осторожно относился к этому термину «астрономическая зима». Например, авторитетный Денис Урубко признает только календарную зиму. Да и само понятие родилось вроде бы не у нас, а в Гималаях. Однако Кирилл, к моему удивлению, заявил, что зима астрономическая ему больше импонирует, чем календарная. И тут единого мнения быть не может, но раз руководитель наш так решил, так тому и быть. Идем на зимний Эльбрус в этот раз. Сейчас точку сделаю. Кирилл на правах руководителя, самого опытного, молодого и сильного альпиниста, с удовольствием лидировал. Пока нет. Костя страховал Кирилла и собирал буры с промежуточных точек. Красота. Ну а я наблюдал за всем этим сквозь объектив фотоаппарата и камеру моего дрона по имени Мартин. А понаблюдать было зачем? Мне, кстати, повезло. После первой веревки справа во льду оказалась трещина в метр шириной, забитая плотным снегом. Я пристраховался к перилам через проводник и вытоптал там удобную площадку, чтобы можно было снять рюкзак и с комфортом полетать. А то, вися на перилах на 50-градусном склоне, про дрон можно было бы забыть. Да, давай. Да. Про зимний эльбрусский лед ходят легенды. Он тупит тяпки, кошки его лишь царапают. Он ломает буры, скалывается линзами и прочее. Перемороженный зимний эльбрусский бутылочный лед. Да, это правда, но с этим можно работать. Погода сегодня сияла, позволяя нам сделать важную работу в благоприятных условиях. Лед ожидаемо скалывался линзами при работе инструментами, и на каждую надежную фиксацию инструмента приходилось в лучшем случае 2-3 удара. Кирилл! Кирилл!
3 метра! Слушай, осторожнее надо быть. Ну что сделаешь? Ну блин, какой кусман полетел. Высота и глубина также делали свое дело. Первая мешала зацепить легкими достаточно воздуха, сбивая дыхание и вынуждая часто останавливаться для пары вдохов. Вторая давила психологически. Участки не слишком уж крутого льда, поднятые в Поднебесье, гораздо волнительнее мягкого, пусть и вертикального льда в уютном леске где-нибудь в Прелебрусе. В общем, та самая абсолютная сухость во рту от напряжения и адреналина, знакомая, пожалуй, каждому, кто существовал в подобных декорациях. Пора бы крутануться. На третьей веревке перил склон задрался окончательно, и пошел неимоверной красоты лед. Прозрачный настолько, что кажется, будто ты заглядываешь в самое нутро горы. Долго всматриваться, впрочем, не хочется, дабы ненароком чего-нибудь не увидеть. Стылые воды Келет-Зарам, если кто понимает, о чем я. Ледопады Кикертлю, а нам туда. Костик жумарит. Дима спит. Идиллия. Ветра нету. Зима лютая. Лютая зима. Блядь, веревочка чья-то. Хотел бы что-то сказать. Но воздуха маловато. Можно, пожалуй, и крутануться, да? За Тиму, за Тому, за Семена,
За Элечку там, маму, папу, да? Давай, крутанемся. Итого для обработки ключевого участка потребовалось 5 веревок различной длины от 50 до 70 метров. А? 6! Понял! Красота-то какая! 6 метров. Ага. Да блин. Как резюмировал вечером Кирилл, состояние ключевого участка маршрута было исключительно зимним. Голый и твердый, морозной бирюзы изумительно красивый, колкий и звенящий, играющий светом на твоих нервах. Зимний, эльбрусский, бутылочный лед и немножко крутого снега. А вон и гора. Около 250 метров честного лазания третьей, а местами и четвертой категории сложности в ледолазных цифрах. В целом несложно, но для первого акклиматизационного выхода на 4500 задача вполне себе боевая. В половине третьего Кирилл вылез к трещине, в которую провалился в прошлом году, и сделал там надежную станцию. Через четверть часа подтянулись и мы с Костей. Слушай, ну плато выглядит, конечно, хорошо. Сейчас бы... Да, не то слово. Решили провесить перила до края трещины, чтобы на восхождение было поменьше риска. Задачу на сегодня можно было считать выполненной. Перила провесили, акклиматизацию получили, красотою насладились, 2 батареи у дрона разрядили, можно и вниз дюльферять. Все 5 веревок Кирилл поделил пополам и сделал промежуточные точки, поэтому жумарить и дюльферять нам было комфортно. Никто никого не ждал. Классифицирован он не был до недавнего времени как именно маршрут на Эльбрус в рамках нашего официального альпинизма. Ну и какая у него категория сейчас сложности? Сейчас классифицирован как 3А. Это летом или зимой? Летом. А зимой? А зимой не классифицирован отдельно. Мы его классифицировали в 2020 году, и там, по сути, 1,5 веревки льда у нас было, да. С учетом высоты, он летом вполне тянет на 3. А зимой это, я говорю, это совершенно другая история. И, возможно, это была бы даже 4. В целом 200-250 метров льда, это... На 3Б все-таки. Может, 3Б. Главное, чтобы было красиво. Это да. И интересно. Вспомнил, что на самостраховку нужно вставать, используя не только станцию, но и верхнюю веревку. На перестежках вы можете заметить,
что все веревки соединены друг с другом на случай обрыва одной из станций. Да, я понимаю, что тут сложно что-либо заметить. Веревка тонкая, скручивается, но поверьте мне на слово и не волнуйтесь. Кирилл все соединил надежно и по правилам. Как и планировалось накануне, Кирилл с Костей сделали полноценный лифт на плато и обратно, в котором мы не спеша и с комфортом спустились. Идея в том, чтобы его провесить веревками, чтобы у нас был лифт, потому что выходить на плато, просто с веревкой страхуясь проходить этот ключ, выходить на плато, ставить лагерь зимой, это опасно. Кстати, у Алексеева в его книжке такая формулировка и есть, что ночевки в межсезонное плато могут быть убийственные. А быстро по льду ты не слиняешь, если вдруг что. Костя, как альпинист продуманный и осторожный, на крутых участках спускался на 3 такта. Так он называл эту технику. Медленно, зато безопасно. И мне рекомендовал следовать его примеру. Ну как акклиматизация, провеска? Борзая получилась. Погода, да? Погода, да. Наверху чуть дунуло. Сыпуха на спуске бесила. Пару раз даже пришлось упасть. На перемычку мы пришли уже на закате. К палатке спустились в кромешной тьме. Короткий эльбрусский день удался. 19:14. У нас почти 13 часов заняла прогулка. Кому пишешь? Гидромедцентр. Это не шутка. У Кости с собой был Garmin InReach, и нам с большой земли отправляли в мессенджеры свежий прогноз погоды по нашему запросу. Что, прогноз прислали? Угу. Что пишут? Сейчас. 16. 35-25 вечер. Минус 15. 15-16 прогноз хороший. 17 погода портится. 18-19 погода плохая.
По метеоблю порывы до 120. Но это они нас пугают. Итак, друзья, у нас сегодня у всех пришел аппетит. Так аппетит был только у Кости. У меня всегда Теперь был нас аппетит. четверо. У меня всегда был аппетит. Почему четверо, а ты четвертый? Ну, Дима, Костя, я и аппетит. А, да. Вот. И мы очень хорошо позавтракали. Еще в процессе даже. И скоро выходим. Рассольником я еще не завтракал, мне кажется, никогда. Ну как оцени? Супер. Кто изготовитель? Солененький. Котелок. Это не Спасибо. реклама. Это не реклама, да. Дедушке спасибо. Я вот скажу, что вот этот омлет есть очень сложно. Меня уже сильно достал. Но вот когда я в него добавил вот Димины сухари, А, все, это совершенно стала другая еда. вот реклама, потому что это Да, с приправой дига Вот, то сухари. есть обязательно вот сухари добавляйте в омлет, будет вам счастье. Поделились заодно лайфхаками. Ну ладно, до встречи на горе. По прогнозу выходило, что снежно-ветреный коллапс отодвигается. И мы решили устроить себе день отдыха на 3900 на перемычке под Утюгом. Солнышко. Матрасное время. Мы сегодня матрасники. Выходим в 9 утра. Но надо же наслаждаться зимним Эльбрусом. Ну, что-то захотелось немножко один день понаслаждаться, да. Курорты Карачаево-Черкесии. Вот. Курорт Утюг. Причем зимний. Вообще вот этот маршрут, чем интересен, по моему вот, личному опыту, как летний, так и зимний, да. У меня на сегодняшний момент ни разу не получалось провести его по шаблону. Здесь постоянные какие-то перетасовки, какие-то изменения из погоды, из состояния участников, из состояния маршрута. То есть все время какая-то такая шахматная партия, которую каждый раз разгадываешь по-разному. Это и лето касается, ну а зима так это как бы другая шахматная партия. Да, зима, да. Когда ты выполняешь длинную и монотонную работу, можно занимать голову разными вещами. Можно думать о чем-то хорошем. Можно молиться Господу. Дай нам Бог силы и хорошей погоды. Можно считать шаги. Но это, на мой взгляд, контрпродуктивно и помогает лишь на самом излете сил, когда больше 10-15 шагов без отдыха ты уже сделать не можешь. Можно напевать песенку. Я вот сейчас напевал, не думая о секундах, свысока. Можно обдумывать план восхождения дальнейшего или подводить итоги того, что сделано. А вы о чем думаете? Или чем занимаете свою голову, когда идете в горы? Напишите в комментариях. Ну, тамбур тут можно камни открыть. Давай.
снег уже не такой хороший, как на 3600. Почему? Рыхлый. Там прям был весь смерзшийся. Ну тут зато меньше камней в нем. Ну, да, меньше, но еще посмотрим, меньше или нет. Но видишь, он этот очень сухой. Поэтому мешок, видишь, какой легкий. А там был тяжелый. Вот обратите внимание, друзья, какой он бывает, зимний Эльбрус. Название фильма рабочее. Зимний Эльбрус как бы не зажарится. Что варишь? Солянка, сэр. Ого, сухариками. Что-то Жор пришел наконец-то. Должен вам сказать, что дневка в хорошую погоду способствует повышению качества морально-психологического климата в коллективе горовосходителей. А передайте мне, пожалуйста, соль, там, а вот где сало, а вот можешь... Да, будьте любезны, там ножик ваш дайте, да. Вот, вчера мы не такие добрые были, когда мы спустились в лагерь, мне кажется, там все такие были очень мрачные, что-то припоминали, кто что когда сказал. А сколько нового ты узнаешь о своих напарниках по восхождению. И не только о них. Поэтому не перематывайте. Утюг горячий. Кто утюг забыл выключить? А прикинь, сейчас на юге, короче, вот мы лежим здесь на 3900 в палаточке одни. Людей не видели уже который день. А там на этой же самой высоте движуха. Мальчики, девочки, кафешки работают. Люди глинтвейн попивают, там в кроссовках поднялись на канатки, такие чуть в шоке. Кому-то плохо. Какие-то бомбилы на снегоходах снуют туда-сюда. Предлагают завести повыше, там фотки еще лучше. Недорого, ратрак, снегоход. Прикинь, клево. Да, есть выбор у человека, который решил сходить на Эльбрус, да? Фоточки там делают всякие красивые. Кто-то вообще поднялся, как говорится, знаешь, как из дома вышел в свет в платьюшке. Интересно. И до них по прямой, ну сколько тут? Ну, километров, ну если вот так сквозь гору, километров 5-7. Давайте выпьем по глоточку Иван-чая за наш успех. За то, что мы на 3900 и мы еще добрые. Вот. Сидим тут в термухах. Ну и как? Теперь дети ходят сами в горы? Без Нет, папы? нет, где-то больше никто не ходит. Ну и правильно, не надо туда ходить. Поняли, дети? Родители вам говорят, не ходите в горы. Нет, если у них есть желание, это прекрасно. То есть это надо делать такую, как прививку, да? То есть одно дело ты видео смотришь, да, а другое дело ты там идешь и, в общем, не очень-то весело. Вот сразу прививку сделали, и все. И работаете, зарабатываете деньги. Если к возрасту почтенному у вас опять возникнет желание, вот, это уже будет, вы будете уже самостоятельным человеком, за себя сами отвечаете, тогда и ходите. Когда вы сами отвечать можете, а это только с 30 лет происходит. У человека, если вдаваться в подробности, у него есть эти лобные доли, которые отвечают за планирование. И вот они у него появились сравнительно недавно. То есть, у шимпанзе они значительно меньше, скажем так. Вот. И вот эти доли, они на самом деле продолжают расти после 20 лет. Они только к 30 годам формируются. И это вот стратегическое планирование, умение просчитывать последствия, значит, своих действий, оно вот до 30 лет, его еще, оно притуплено. Вот. Так что вот, я думаю, после 30 надо. Поняли, дети?
Вот когда папа говорит, не пейте водку, значит, вы понимаете, что это значит, надо делать наоборот. Вот. А с горами это не работает. С горами по-другому. Слушайте папу. У нас санчас. Все спят. Ты расскажи нам и нашим зрителям, сколько мы вчера пробежали марафонов и почему. Да. Короче, у меня есть, естественно, как у любого бегуна, нагрудный пульсометр, который, значит, очень точно меряет пульс. Да, и вот вчера вот подъем у нас был 900 метров набор. 900 метров подъем и спуск. Но при этом общий расход калорий у меня показан был 5000 калорий. А марафон, обычно расход калорий где-то 2800. Понятно, что это немножко несравнимо, то есть у человека всегда в фоновом режиме расходуются калории в день там типа 1500. Если прикинуть, что за 12 часов мы в фоновом режиме израсходовали там 1000 калорий, даже 1000 калорий, то все равно 4000 это вот чисто калории за работу, за нашу, которые уже превышают марафон раза в 1,5. Вот, я вот это хотел сказать. То есть, друзья, кто из вас запутался в цифрах, скажу простыми словами. Каждый день мы проходим 2 марафона, и это уже 3 дня. А ты что будешь завтракать? У меня каша гречневая с говядиной. Ого. Мощно. Сидит, наваривается. А я тоже киселек Айдиго. Больше в меня ничего не залезет. У каждого тут свой завтрак. Ты что, мутишь? Кисель Айдиго. Лучший кисель на этой стороне горы. Светит луна. Мы собираемся выходить. 4:28. Выходим наверх. Луна. Костя. Кирилл. 5:43. Грубо, за час 15 мы набрали 300 метров до 4200. Вот такая тут красивая луна. Как же сегодня легче-то идти по топтанному. Акклиматизация – это важный этап восхождения. Зачастую нет акклиматизации, нет и вершины. Хотя, конечно, бывают исключения. Но сейчас мы стараемся играть по правилам. Все, Кирилл, я пошел. Ага. Ну чё, я полез? Да. Сегодня наша цель, воспользовавшись лифтом, подняться на плато 4500 и прогуляться несколько сотен метров вверх. Без фанатизма, чтобы слишком не устать и успеть выспаться перед ранним выходом на штурм. Но как же тут можно устать, когда вокруг такое творится?
Горы определенно могут питать тебя энергией. Могут и забирать энергию. Могут даже лишить жизни, не отрицаю. Но сегодня определенно мы этой горной энергией насыщаемся. Слушая музыку осыпающихся вниз ледяных колокольчиков, часто вдыхая чистый морозный воздух, на перестежках поглощая глазами окружающую красоту и восхищаясь мощью и величием природы. Длинное, холодное эльбрусское утро. Зимой на Эльбрусе день короткий, и мы еще долго будем идти в тени горы. Но ветра пока нет, и интенсивная работа не даст замерзнуть. Ну, начать, наверное, стоит с того, что есть понятие зимы календарной, а есть понятие астрономической зимы. То есть это, по сути, от дня зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия. Да? То есть самый наименее солнечный, наиболее холодный период. Есть еще понятие климатическая зима, но в наших там умеренных широтах она, как правило, совпадает с понятием зимы астрономической. Но это в целом не только мы себе придумали, это на самом деле, что касается восхождений, современная прогрессивная точка зрения. И она достаточно объективна, потому что основывается на факторах именно природных. Да? То есть состояние склонов, величина, глубина снежного покрова, и, там, температуры, ветра и так далее. Декабрь, по наблюдениям на Кавказе, еще очень сложно назвать именно зимним месяцем, по ряду факторов. А вот март наоборот. Но надо сделать небольшую ремарку о том, что на сегодняшний день с начала экспедиции нам очень прямо дико везет с погодой. Да. Сплюнь. Вот когда сходим, тогда вы узнаете, что я такое сказал, до зимний. сегодняшнего дня. Мощно ты жумарил. Это сарказм или похвала? Нет, это пахлава. Давайте куда-нибудь на безопасное место выйдем, да отдохнем. Поджумаривай, сейчас свяжемся. Ага. Это мастер. Да. Да, палка ледоруб, муфтованный карабин нужен. В связку встегнуться. У тебя все отжал, да? Ну, 8 пока подвесь. Первое время особенно внимательно двигайтесь, хорошо? На вытянутой веревке, без слабины. Хорошо. Готовы?
Так, ну то есть, что, как мы идем? Я выхожу, когда веревка к тебе натянется, ты начинаешь двигаться. На скользящем вот здесь. Да, и параллельно скользяк прощелкиваем. На всякий случай. Осторожно обошли трещину, в которую Кирилл провалился в прошлом году. Так, вот она, какая трещина без дна. Бесконечное плато, покрытое снегом. Кирилл говорит, что в иные зимы тут бывает сплошной бутылочный лед. Но нам в очередной раз повезло. Мы идем по плотному фирну, наслаждаясь хрустом кошек, свежим морозным воздухом и видами. И бесконечностью. Бесконечными просторами с 4 сторон. Только Эльбрус где-то там на горизонте ограничивает эту бесконечность. Манит к себе, восхищает и притягивает. Да, погодка у нас сегодня хорошая. И ребята говорят, что тут даже можно было поставить лагерь. Взять снежную пилу. Но это тогда пришлось бы с рюкзаками жумарить. Тяжелыми. Вот-вот. Бесконечное ровное плато с легким уклоном. Трещин почти нет, а те, что попадаются, плотно забиты снегом. Мечта любого туриста и альпиниста. Шаг, еще один. Медитация. Теперь я понимаю буддистов и индуистов. Энергия непостижимым образом наполняет нас. Ради таких мгновений и стоит попробовать. Гало вокруг Солнца обычно предвещает ухудшение погоды. Неужели завтра не успеем? А как же прогнозы Метеоблю? Штурм любой день до воскресенья включительно. Ого! С понедельника сильный ветер 60 километров, плюс дальше еще осадки, усиление мороза. По возможности лучше штурм в субботу, чтобы день в запасе был. Прогноз может измениться в худшую сторону. Вот такие комментарии. Но энергией космоса сыт не будешь. Надо и изотоника выпить, и колбаской сырокопченой закусить.
Поэтому примерно на 4800 мы устроили отдых. Если какие-то спортсмены-бегуны едят гели, то наш ответ что? Колбаса! Да, тут ребята намного красивее, чем на юге. Хоть там и видны эти все. Ценил, да? Да. Глинтвейн, Мне кажется, и даже чем на востоке красивее. Мгм. Все-таки, скалы такие, утюг. Дикий Запад. На востоке там попроще. Вот туда нам завтра идти наверх. Вот. Здесь 4800. Это верхняя точка нашей акклиматизации. Это вот панорама Кавказа, начиная со Штавлера, Далара и Дамбай-Ульген и так далее. Дальше решили не идти. На сегодня, пожалуй, хватит. Ну а идти вниз по плато в такую погоду просто песня. Ага. Нет, тут дыра. Сегодня начали дюльферять в полдень. Солнце в зените, лед сияет, красота. Ну, сами видите. И снова дюльфер. Взгляд в пропасть. Взгляд в небеса. Бездонное небо. Полное доверие веревке. Хоть так поснимать на экшн камеру тоже круто. Свободно! Не накосячить на перестежках. Полчаса, и мы внизу, у камня. Сейчас придем. Костя нам уже чаек заварил. Кипяточек уже, чувствую, бурчит. Вышли пятого. Пришли в 15. 00. Ну, типа того. Да, сходили на 4800. 10 часов мы что ли гуляли? Почти. Да. Вот. Ну, Лайтовенько акклиматизировались, называется. Пить А надо ты, больше. Костя, как себя чувствуешь? Я на спуске, мне ощущение было, что я устал. я каждый день устаю.
Так как вам, дорогие зрители, не снилось по 2 марафона. Вот. Такие Но- чуть на каторге, да? Но ради такого интересного мероприятия Завтра можно и опять. потерпеть. А то Ну, в общем, дорогие зрители, завтра мы в 12 попытаемся стартануть. Так что держите за нас кулачки и ставьте лайки. Ну ладно, утро вечером мудренее. В 11 встаем. утро, это ты утро называешь, да? Ну, как? 11 вечера, блядь. Дожили. Ну что, ребята, настало утро. 11 Штурмового часов дня. вечера. Штурмовой день через час начнется. Но мы все благополучно выспались и готовы. 0 часов 24 минуты. И мы выдвигаемся наверх. Давай, иди вперед. Ну что, мужики, удачи всем. Давайте, нам. с Богом. Попробуем. Фу, за час 10 дошли грубо. До 4200. Вскоре я у перил. Парни понемногу подтягиваются. Маленькие светлячки в масштабных декорациях холодной эльбрусской ночи. Щелкиваю жумар в веревку. Поехали. Шаг, еще шаг. Толкаешь жумар и снова все по кругу, в холодную тишину. Иногда глухо и объемно трескает под ударами кошек лед, да где-то далеко гремит ледопадами петертелёк. Шаг, шаг, жумар. Подышать пару секунд. Пронзительно светит луна. Станция, перестежка. Перила свободны, вниз. Вроде бы в темноту, но ребят я отлично вижу. И дальше. Шаг, шаг. Жумар и подышать. Выхожу на перегиб ледника и поворачиваю под ключ. Встаю на самостраховке. Дышу и смотрю вокруг. Просто распирает от любви к красоте этого мира. Лунный свет вонзается в эту глубокую гигантскую ледовую линзу под ногами и отражается сотнями бликов, словно морские светлячки, ожившие в танце на высоте в 4,5 километра. Чем круче задирается склон, тем ярче этот эффект. В какой-то момент совершенно утеряно ощущение реальности происходящего. Да и не жалко. Главное, нереально не натупить на перестежках. Наконец добираюсь до верхней станции. Накидываю пуховку, готовлю связочную веревку и поджидаю ребят. И пока есть время, кайфую от этих фантастических декораций. Ой, сейчас это плато, главное на нем не заснуть. Так его в один бросок и перейдем. Вскоре парни подходят, и, встегиваясь в связочную веревку, мы выходим на плато. Путь по нему достаточно однообразный и немного муторный. В часы самого сладкого сна ты прешь по достаточно ровному и бесконечному полю с небольшим набором, не особо напрягаясь, впадая в какой-то транс, пытаясь доспать недоспанное. Может, тут за ветром сядем? На день досыпаешь. Ну, такой кайф.
Это ваши голоса как будто где-то потусторонние, по ту сторону. Ну, скажите, когда отдохнете. Ну, я готов идти. Смотрите. Можно пойти сейчас, я думаю, с палочками. Правильно, подморожено все равно. Ну и как бы платок вчера выгрузил. Да, с Ну, палочкой. и дорогу прям рядом, ну, на поясе. Ага. И на веревку без слабины. Это что, вот гало такое? А что это значит? Ну, оптический эффект, когда такая область. Что, отдых? Вчера мы ниже отдыхали, да? Здесь же? И так же холодно, Конца и края я не буду. противный ветер, отмороженный нос. Ну ладно, сейчас хоть рельеф интересный начнется. Ну как? Настроение? Пойдет хорошо. Ждем с нетерпением солнышко. Ну что, я пошел? Как же легко и просто человек стает заложником сил и процессов, которые пробудил и настроил. Вместе с желанием попробовать живет страх неудачи или даже гибели. Большая гора пугает своим безразличием к тебе. Зимняя большая гора пугает одним своим существованием, но гипнотизирует и манит несравненно сильнее. С чувством щепки, втянутой в дождевой поток, движешься ты на этом пути, стараясь пройти все препятствия и уцелеть. Но возможности остановить само движение решительно нет никакой. Я ползу, как обычно, последний, но отстаю не сильно, шагов на 50, и это радует. Че, привал? Надо? Какая высота тут? 5. Идти тяжело, но терпимо. Кирилл предлагает оставить сумку с дроном и фотиком, ведь в такой сильный ветер на вершине все равно не взлететь. Но внутренний голос дремлющего во мне режиссера шепчет: а вдруг ветер стихнет? А вдруг вы не найдете сумку на обратном пути? А там отснятые флешки, невесомое, но бесценное сокровище нашего похода. Кто-то потерял термос. Нет, всего 2 кг. Выдержишь. Тащи. Лень тратить силы на убеждения этого режиссера. И Кирилл забирает сумку себе в рюкзак.
Летом на предвершинном гребне было много сыпучего, плохо утаптываемого снега. Сейчас идти было гораздо проще. Причудливые снежные узоры на камнях вокруг свидетельствовали об бушевавшем совсем недавно здесь лютом ветре. Вершина. С этой стороны она совсем другая. Пока ты на ней не окажешься, ты не понимаешь, что это он, знакомый старик Эльбрус. Спасибо, братва. К тому же с момента моего прошлого посещения тут появился грандиозный счетчик, и мы с удовольствием дергаем за ручку ледоруба, отсчитывая: 5791, 5792, 5793. 3 копейки в копилку этой суровой горы. Всего 3 копейки. Зато какие! Вершина у каждого своя и каждый раз иная. Летом я делал работу и ничего особо здесь не ощущал. Сейчас мы сделали восхождение, и это было нечто совсем иное. Хотелось обнять все эти снега и безжизненные камни, весь раскинувшийся под ногами мир, прекрасный Кавказ. Впрочем, весь этот восходительский пафос сделало глубоко личное, склонное скатываться к кружевным фразам и задумчивому взгляду вдаль. Романтики на этом пути нет. Она живет у костров, в рассказах для туристок о былых днях. Но это уже обочина. Путь — это луч из точки сейчас в направлении мечты и никогда ее не достигающий. Только и всего. На гребне ветер задул не по-детски, но мы были хорошо экипированы и вниз ноги шли сами собой, хотя усталость все же накапливалась. Вот умотался, лег отдохнуть. Хорошо, если ты не растратил все силы на восхождении, а приберег значительную их часть для спуска поплата, дюльфера, для снятия веревок, для противной сыпухи и возможных нештатных ситуаций. В таком случае ты можешь в полной мере насладиться движением вниз, единением с окружающей тебя природой, горами и космосом. Со звуком шагов, со скрипом кошек, с гулом ветра — это и есть высокогорная нирвана, полное спокойствие и счастье, из которой мы медленно возвращаемся, потому что сохранили силы не остаться в ней. Так хорошо висеть с ним.
перилах всегда ненадежно. Гнилой угол в районе Штавлера обещал Запердон в соответствии с прогнозом. Но до завтра он, конечно, подождет. В натяг! Синяя! Красная свободна! «300 метров перил закончились меньше, чем за час. Мы не оставили горе ни шнурочка. Ощущение стиля сопутствовало нам в этот вечер. Вместе с дымкой, тяжело повисшей над блистательным зимним Кавказом. На ветру особая обстановка, дюрферять. Веревку вниз кидаешь, а наверх летит. Отдохнув, мы пошли вниз, а гора провожала нас, показывая, пожалуй, самый прекрасный закат на свете. Надеюсь, что созерцание чего-то подобного не отнимает кусочек жизни, как выкуренная сигарета. Но даже если и так, то пускай. Итак, мы возвращаемся в наш лагерь. 19:20. А вышли в 00:20. То есть получается 19 часов занял наш великий и могучий Эльбрус Запада. Как настроение? Сложно сказать. Классная, по идее. Сегодня мы отмечаем восхождение безалкогольным глинтвейном с медом. Держи. По первой. Сейчас чокнемся. Ура! Ура! За нашу гору! О, вот это вещь. Ну как тебе? Как настоящий. В 6:15 ветер нас решил потрепать. Как самочувствие? Отлично. Уже становится страшно. Что надо? Готовиться к выходу. Ураган обрушился вопреки прогнозу и застал нас совершенно врасплох. За несколько минут порвав все оттяжки палатки с подветренной стороны и сломав пополам одну из стоек. Дима! Сейчас! Давай быстрее! Да я стараюсь! Давай, нам с трудом удалось положить палатку, после чего мы смогли по одному залазить в нее и собирать свои вещи, пока двое других ее держали. Стягивай, стягивай. Костя, взвесив все риски, предложил оставить рюкзаки здесь, чтобы вернуться за ними, как только наладится погода. Как опытный аналитик с риск-менеджментом, знакомый не понаслышке, он не любил выходить из зоны контроля, а спуск при таком ветре с тяжеленными, неотбалансированными рюкзаками
ставил наши действия на очень тонкую грань. Но Кириллу решительности было не занимать, и он сказал: «К черту! Будем спускаться. Ветер дует порывами, будем выбирать паузы и идти короткими перебежками. Не ссать! Вперед!» Давай, Аруба, не ссать, нормально все будет. Да не тут-то было. Ветер долго не выпускал нас с места стоянки. Пришлось буквально выползать на корячках. Однако далеко мы не уползли. Костя настаивал на кризисном решении — оставить рюкзаки здесь и спускаться на базу, пережидать непогоду. В связи с этим я даже достал из рюкзака документы и флешки и убрал во внутренний карман уже порванной куртки. Но Кирилл, оставив рюкзак, перевалил на ту сторону склона, вернулся и снова собрал оперативный совет. Ветер перемычкой с той стороны идет. За перемычкой он ниже, начинает спускаться, попробуй чуть-чуть помогать спокойно. Прижимает тебя склон. Здесь, скорее всего, такая турбулентность из-за того, что волны врезаются в перемычку и перетекают ее. В шеломах сильно. Можно попробовать. Если что, то нам бросим рюкзаки и стремимся так. Ночью пришел обещанный конец погоде, то бишь Запердон. С гнилого угла снова крепко задуло, и гора опять загудела. Вместо вечернего теплого утюга над нами снова торчал черный нос корабля-призрака, принимающий на себя удары юго-западного шторма. Пора было валить, и желательно в темпе. Спуск с перемычки второго лагеря был напряженным. На открытом ветрам осыпном гребешке нас то и дело мотало мощными порывами ветра, периодически усаживая на жопу и норовя опрокинуть с гребня. Здесь просятся метафоры о неотпускающей коварной горе, которых, конечно, не будет. Было в этом что-то приятное, что-то правильное. Нельзя было просто уйти на базу по хорошей погоде и без всякого сопротивления. В духе всего мероприятия было именно пробиться к базе, сквозь снега и ветер, чем мы, собственно, и занимались. Давай, приваливайся пока. Надежно приваливай. Подожди, Я могу Костя. такую паузу ловишь, хватаешься за веревочку и раз, 3 шага по... Ловить паузы было занятием интересным, но часто рискованным. Пауза могла закончиться в любую секунду. Вернее, в любую долю секунды. Что и произошло, когда я подполз к самому краю гребня. Порыв ветра, как пушинку, перевернул меня вместе с рюкзаком через голову на ту сторону.
как бы заявляя: шевелись, сколько можно. Хорошо, что я крепко держался за веревку и далее по ней потихоньку спустился. Только палку потерял и как... Нет, вон они очки, я сейчас их заберу. Нет, вон он. О, спасибо. Поймал. Ты видел? Ты видел меня как крутанул? Сейчас я... Дай его так. Фу. Дай нам, Господь, уменьшение ветра. Куртка Кайлас проиграла битву старичку Эльбрусу со счетом 5-0. Причем все 5 дырок ремонту не подлежали. К сожалению, фейлов было еще много, пока не села батарейка в налобной камере. Дошел. Димка, ты снимал это? Все снято. У подножья гребня ветер ослаб. Поскольку здесь внизу он бы нам особо и не мешал, то и смысла дуть ему пока не было. Костя распорол руку, его перевернуло вокруг головы, сломал палку, но уже собрался и готов идти. Как, парни, настроение? Да, ничего не скажешь. Вот Костя остался у прошлой грузя. Было время подумать и осмыслить полученный результат. Сам факт нового качества, в котором мы спускаемся вниз, был несомненным. Но что это за качество, видимо, предстояло понять потом. В тот день я критично отставал от парней и часто отдыхал, привалившись к склону. Ветер не стихал, рюкзак давил, мышцы болели. Ну а что ж тут удивляться? Ты же сам говорил, что Эльбрус может быть грубым. Ветер стих только в каньоне, где мы смогли натопить снега, напиться и наесться талой водой и обсудить Breaking News. Надо было нахер бросить эти рюкзаки и все. И завтра за ними возвращаться? Это мое мнение, да. Но Кирилл, как этот героический, скажем так, альпинист, вот, убедил нас их все-таки взять. Мы их взяли. Хотя есть понятие неприемлемый уровень риска. Подожди, у нас никакого риска не было. Я вот Не чуть-чуть было порвал. риска. Это. Покажите зрителям. Я сейчас покажу, какие у меня дырки в ладонях. Ну все, это потом. Как будто драли собаки. Это мы сегодня эвакуировались с 3900. Не, ну это просто недостаток квалификации нашей с тобой. Что, видишь... Это не квалификация, Дим. Когда я лежу вот так вот, и у меня сверху рюкзак, и при этом ветер меня стремится перевернуть. Ну вот это прикольно. Квалификация не относится совершенно. Вот, сколько там наверху, не знаю. Ну я думаю, если тебя с рюкзаком переворачивало, Да. за сотку Причем это я было. вот так лежу, вот, дует и пытается перевернуть. Ну. У меня эмоции, что, конечно, я рад, что я это пережил, но
тем не менее, это не входило в мои планы. Началось все с того, что я пошел за снегом. Когда я пошел за снегом, я обнаружил, что палатка взлетает, оттяжка у нее одна уже порвана. Вот, и начал кричать Кириллу, что дай мне, пожалуйста, что-нибудь. Надо было раньше, наверное, вставать. Мы доверились сильно прогнозу. Такие, слышь, мы на гору сходили, 3 ферзя в палатке спим такие, отдохнули, сейчас встанем, оденемся, домой пойдем. На тебе еще раз вдогонку. И, мне кажется, полутюга на жопе слез. Ну, это точно. Идем мы по скалам и, наконец, доходим вот где снег. И я думаю, ну, слава богу, снег. Если меня бросит, то на снег. Это не так страшно, как на камне. Поднимаю бокал этой теплой воды за то, что хорошо, что у нас есть возможность его выпить. Что мы живы, здоровы. И вроде как счастливы. Конечно. Вот это у нас второе восхождение. Ура! Победа! Ура! Ура! Вот так дружба в горах рождается. Часа за 4 мы добрались до базы. И была банька, разговоры, воодушевление, приятная усталость, поленье в печи и сухой спальник. Ну как? Божеский вид. Да, побрился даже, вообще. А значит, можно было себе позволить и разговоры о высоком, осевшие на обоях приюта, с паром сохнущей одежды и дымом смолистых дров. За тех, кто имеет желание, причем такое непреодолимое, все-таки встать с дивана там, и пойти куда-то. Вот. Наверное, так. Давайте. За вставание с дивана. Блин, как у него руки работают, я вообще завидую. Все. Вот. Заморская, бочковая. Ну как, кости с кабачковой? Очень вкусно. Ой-ой-ой. Тоже дохуя? Нет, 2800? нет. 2750. Ботинки на килограмм тяжелее вот эти. На полкило на каждой ноге больше. Ценность всех этих тряпок и железяк, выражаемая в твердой валюте, очевидна внизу, на Авито и интернет-магазинах. Здесь же куда очевидней ценность проделанной работы, физические усилия и полученные эмоции. Сожаление о потерянной снаряге здесь совсем не существенно. Твой драный комбез или пропоротый сыпухами ботинок дороже любой брендовой штуки. Он хранит воспоминания. Любая латка как шрам на теле, признак износа, полученного в деле, в процессе непосредственной жизни. Так что если уж завел шкаф со снаряжением, так и гордись его износом, а не блеском и лоском. О, класс. Прикинь-ка, женщины с 8 до 12, а мужчины почему-то с 13. Они что, дольше спят? Раньше вставать, еду готовить. Ты попробуешь, и не факт, что тебе захочется туда. Так попробуешь, не захочется. О, нет, Дим, ты не захочешь, точно, я тебе гарантирую. Но ты когда туда залазишь, все меняется. Ну, Да? может быть, Ты ныряешь, дышишь пару раз, и все, и потом можешь сидеть пару минут, 5 там свободно. да. Ты пузырьками покрываешься. Мгм. Классная штука. Вот. Сейчас попробую.
По мне вообще не отличается. Нет? Что там, что здесь. Так это получается ад. Тебя черти жарят в котле. Слушай, да, а? Салам алейкум. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, да, со второго раза. Все, Все, тогда с Казбеком и встретимся. все. Да, бауля вообще сильная. Прошла всего неделя, ровно 7 суток. А кажется, что целая эпоха. Какой же необычайной емкостью могут обладать иные горные дни? Здравствуйте. Как бы? Сходили хорошо, спасибо. Отлично. Когда я вернулся домой, я первым делом перечитал отчет Кирилла «Эльбрус, Запад, зима» и подумал, неужели это было не с нами вчера, а целых 4 года назад? Воистину, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Не было в этот день ничего такого, что можно было бы интересно описать. Длинный спуск, мысли и разговоры слишком личные и очень светлые, чтобы портить их текстом. Разве что кроме тепло встретивших нас внизу Казбека и Тамары и дребезжащей газели, везущей нас в мир любимых людей, вкусной еды и домов с отоплением. Что есть цель и путь к ней? Движение из точки А в точку Б, конечный геометрический отрезок. А что есть мечта? Геометрический луч с началом, но без конца. Направленное движение за горизонт. Человек стареет, цели мельчают. Он достигает их, но ему некуда их сложить. В ящике для этого маловато места. Он больше не эффективен, увы. Мечтатель не стареет никогда. Я видел старцев с огоньком в глазах. Я не могу в этом сомневаться. Книги про эффективных менеджеров продают по сотке на уличных распродажах. Книги о мечтателях становятся классикой, которая выше понятия стоимости. К чему это я? А черт его знает. Надо же как-то закончить.